Друзья, всем привет! Бывают такие моменты, когда остается две-три сосиски в холодильнике. Как говорится, ни туда и ни сюда. Можно выйти из такой ситуации. Сегодня я покажу вам отличный рецепт котлет из сосисок. Их кушают и дети, и взрослые. Как говорится, чем проще, тем лучше. Начинаем. Для этого у меня присутствуют, собственно говоря, сосиски обычные, молочные и кусочек сыра. Это в данном случае 100 грамм. Очищаем сосиски. Сосиски я почистил. Приятно пахнут. Берем терку. Кто там замораживает их? Я просто их вот так вот на крупную терку натираю. Так сказать, для фарша такого колбасно-мясного. Натираются сосиски вполне удобно. Посмотрите, такие у нас однородные получаются слайсы, можно сказать. Посмотрите, с сосисками мы успешно справились. Вот такой у нас розовый фарш. А теперь еще берем сыр и натираем точно так же на такую же по крупности терку. Это уже будет, согласитесь, полноценное сочетание. Сыр, колбаса. Смотрите, из двух сосисок и кусочка сыра, какое у нас уже гигантское количество ингредиентов получилось на дне нашей миски. Магия, не иначе. А теперь используем сметанку. Ну, не полную ложку кладем, вот так вот. А также сюда вбиваем одно небольшое яйцо. Согласитесь, ингредиенты все находятся у каждого в холодильнике такие. Так, яйцо и размешиваем все это. Вот так вот размешали. При желании можно подсолить. Если у вас сильно соленые там сосиски или сыр соленый, то можно и не солить. Я немножко присолил. Так, у меня здесь ровно 2 ложки муки. 2 столовых ложки. Высыпаем сюда это. И теперь нашу массу окончательно вымешиваем для наших котлеток. Вот такой вот густой фарш у вас должен получиться. Не надо долго ждать, отстаивать его. Он уже готов к применению. Ну что ж, самая тяжелая работа окончена. А теперь подготовим кляр, в котором мы будем обмакивать наши котлетки. Для этого нам понадобится одно яйцо. Разбиваем яйцо. Вот так вот. Я рекомендую немножко поперчить. По вкусу. Достаточно. И немножко присолить чуть-чуть. Разбиваем его для однородного состояния. И для обжарки нам понадобится пару ложек обычной муки и панировочные сухари. И все. Дело в шляпе, как говорится. Все ингредиенты мы подготовили. А теперь любым удобным образом формируем котлетки. Вот так вот их, скажем так, лепим, как удобно будет. Сильно большие не надо, чтобы они успевали у нас прожариться хорошенько. Так, теперь мы обваливаем их в муке. Вот так вот. Есть такое дело. Теперь в яйцо. И в сухари. Со всех сторон. Вот, котлетка у нас уже готова. Предварительно их кладем на подготовленную емкость. И продолжаем точно так же лепить котлеты. Вот такие вот 4 немаленьких котлеты у нас получились. А теперь идем к сковороде и жарим котлеты. Сковорода уже прогрелась, наливаем растительного масла. Ну, смотрите, чтобы покрыло хорошо дно. И аккуратненько выкладываем наши котлетки на прогретое уже масло. Вот, зашипело, зашкварчало. Полноценный вот такой вот у нас получится обед, то ли ужин. Вот так. И самая большая у меня получилась вот сюда вот. И не трогаем их, чтобы сформировалась корочка и они прожарились. Накрывать пока не нужно ничем. 2-3 минутки котлеты прожарились с одной стороны. Я думаю, настало время их перевернуть. Опа, смотрите, какая замечательная корочка, аппетитная. Ничего у нас не рассыпается, не выливается. Раз, вот так вот. Эту большую попозже. Раз. А теперь вот эту гигантскую. Вот. Полноценная котлета. И запах стоит
очень аппетитный. Вот прошло немного времени, и наши красавчики готовы. Посмотрите, какие. Никто ж не скажет, с чего они сделаны. А смотрятся они как полноценные у нас шницели, я бы сказал даже. Аппетитные, плотненькие такие, упругие и с хорошей красивой корочкой. Друзья, посмотрите. Результат, я думаю, того стоит. Из двух тоненьких сосисок получилось вот таких вот 4 полноценных аппетитных котлеты. Давайте ее одну разрежем, посмотрим, как она внутри и вообще, что из себя представляет. Возьмем вот эту небольшую. Здесь у меня такая фигурная нарезка огурчика для аппетита и, скажем так, визуального эффекта, можно сказать. Разрезаем. Корочка. Корочка здесь такая хрустящая, сочная. Вот. Посмотрите, что мы тут видим. Тут у нас и сырок, и колбаска. Все объединилось. Очень все красиво. И главное, сочно, не сухое. Котлеты у нас влажные. То, что надо, горячие. Я не удержусь и попробую кусочек. Похрущу немножко за кадром. Друзья, совершенно новый опыт и вкусовые ощущения. Котлета очень хрустящая, сочная, влажная внутри. Посмотрите еще раз. Внутри у нас сырок. Он расплавился, объединился. Вот такая вот отличная и вкусная котлета. На самом деле, достаточно неожиданный результат. Продукты обычные, бюджетные, но на вкус котлеты, я вам скажу, вам понравятся. Попробуйте этот рецепт. Друзья, кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях ваши варианты. Вот такой сегодня у нас нехитрый, но очень аппетитный получился рецепт. Всем спасибо, до новых встреч, до свидания и приятного аппетита!